Ричард, 30-летний мужчина, управлял пекарней Sweet Haven в небольшом шотландском городке. Зима здесь превращала улицы в снежное королевство, и снежинки, словно маленькие звездочки, танцевали в воздухе, оседая на крышах и деревьях, покрывая город пушистым покрывалом. Это утро начиналось, как и многие другие. Ричард с лопатой в руках вышел расчистить снег перед своей пекарней. Его дыхание поднималось облачками пара, а тишина морозного утра казалась почти хрустальной, когда под ногами хрустел снег. Но его взгляд привлекла большая картонная коробка, на которой уже успел скопиться тонкий слой инея. Он нахмурился и осторожно приподнял крышку. Внутри дрожали 4 детей. Самый младший был едва старше года, остальные — от 2 до 5 лет. Их глаза, полные страха и изнеможения, уставились на Ричарда. «Боже мой!» — выдохнул он, почувствовав, как холодный комок тревоги подступает к горлу. Он присел, чтобы быть на уровне их глаз, и протянул руку к старшей девочке, на вид около 5 лет. Но она сразу сжалась от страха, отодвигаясь назад, словно зверек, загнанный в угол. «Не бойся, я не причиню тебе вреда», — сказал Ричард максимально мягким голосом, стараясь сделать его теплым и уверенным, как когда-то его мать говорила с ним, когда он сам был ребенком. Он аккуратно перенес детей в пекарню, где тепло и мягкий свет сразу согрели их бледные застывшие лица, и с полок потянулся сладкий запах свежего хлеба, словно обещание безопасности. Ричард достал старое одеяло из сундука и укутал каждого ребенка, прижимая их к себе, чтобы передать им тепло своего тела. Он поставил молоко на плиту, и вскоре по кухне поплыл уютный пар, смешиваясь с ароматом корицы и ванили. Он быстро испек маленькие булочки, которые таяли во рту, и разложил их на подносе. Старшей девочке он протянул чашку с горячим молоком, и после минутного колебания, во время которого ее глаза все еще не доверяли ему, она, наконец, протянула руки и взяла ее, не сводя с него внимательного, настороженного взгляда. Ричард заметил на старых курточках странные символы. Треугольник с неизвестной буквой внутри, словно древний знак, напоминающий что-то языческое. Когда он осторожно коснулся эмблемы, старшая девочка вскрикнула пронзительно, ее голос эхом отразился от стен пекарни. «Не трогайте, они придут!» Слова прозвучали так, будто она повторяла их из памяти о чужих угрозах. «Кто?» — спросил Ричард, стараясь не поднимать голоса, но девочка лишь заплакала, уткнувшись лицом в одеяло. Ричард выглянул на улицу, но там не было ни души. Городок дремал в зимней тишине, и лишь ветер, пробегая по пустым улицам, заставлял ветки деревьев поскрипывать под тяжестью снега. Он быстро вернулся и набрал Фиону, свою подругу, которая с детства была ему почти сестрой и теперь работала в местной полиции. «Фиона, приезжай немедленно. Я нашел 4 детей в коробке у дверей. На их одежде странные символы. Я уже еду», — сказала она решительно. Когда она приехала, ее сапоги хрустнули по снегу перед пекарней. Фиона сразу подошла к детям, внимательно осмотрела эмблемы и нахмурилась еще сильнее. «Ты не узнаешь этот символ?» — спросила она Ричарда, не отрывая взгляда от знака. «Нет, но он кажется мне смутно знакомым», — ответил он, пытаясь вспомнить, где мог его видеть. Фиона кивнула с мрачным видом. «Такой же символ я видела в деле о контрабанде детей через границу. Но тогда нам не удалось найти зацепок. Нужно больше информации, чтобы понять, что происходит». Внезапно Элли, старшая девочка, подняла голову и заговорила. Ее голос был срывающимся от страха. «Мистер, они идут». Ричард бросился к окну и увидел, как к пекарне по белой улице медленно направляется высокий мужчина в черном пальто. Его походка была размеренной, а фигура вызывала чувство холода даже на расстоянии.
Это был Виктор, о котором Ричард слышал в пабе. Человек, которого не осмеливались называть вслух. Виктор открыл дверь пекарни и вошел словно хозяин, и его шаги эхом разнеслись по деревянному полу. «Добрый день», — произнес Виктор холодным, лишенным эмоций голосом. Его глаза медленно скользнули по помещению и задержались на детях. «Я слышал, что ваши пироги лучшие в городе». Ричард постарался не выдать ни страха, ни злости и ответил ровным тоном: «Чем могу помочь?» Виктор подошел ближе. Его тень легла на плиту, где теплился огонь. Его глаза сузились, и он произнес с ленивой угрозой в голосе: «Я просто хочу попробовать ваш фирменный черничный пирог». Пока Ричард готовил заказ, он чувствовал, как напряжение сжимает его грудь. Каждое движение казалось слишком громким в этой тишине, а ложка звенела, ударяясь о металлический край формы для пирога. Виктор не сводил с него взгляда, словно фиксируя каждую деталь. Когда он взял пирог и собрался уходить, он остановился у двери и тихо сказал, не оборачиваясь: «Не вмешивайся туда, куда не следует, Ричард. В противном случае ты можешь пожалеть, что вообще живешь в этом городе». После его ухода Фиона сжала кулаки, ее лицо стало мрачным, как грозовая туча. Этот человек очень опасен. Если символы на детской одежде связаны с его организацией, он не остановится. Нам нужно готовиться к худшему. Вечером Ричард устроил детей в старой кладовой на 2-м этаже, превратив ее в уютную комнату с матрасами, где тепло от пекарни поднималось и грело стены. Он объяснил Элли, глядя ей в глаза: «Если кто-то посторонний приблизится, ни за что не выходите. Здесь вы в безопасности». «Они все равно найдут нас», — прошептала девочка, и ее слова прозвучали с такой безнадежностью, что у Ричарда сжалось сердце. На следующее утро Ричард заметил черную машину, припаркованную неподалеку. 2 мужчин сидели внутри, внимательно наблюдая за входом в пекарню. Их лица скрывались в полумраке, но даже на расстоянии чувствовалась угроза. Ричард снова позвонил Фионе. «Они здесь, следят за мной, за детьми». «Будь осторожен», — ответила она. «Я пришлю патруль, но не рискуй. Мы не можем позволить им забрать детей обратно». В ту же ночь Элли рассказала Ричарду секрет. «Я помню, где Виктор держит других детей. Это большой склад у старого моста через реку. Там пахнет древесиной и слышно шум воды». Ричард сразу сообщил об этом Фионе. Полиция организовала рейд. Ночью спецназ ворвался на склад Виктора, и его людей арестовали, а в холодной комнате нашли еще больше испуганных детей. На следующее утро Фиона привезла хорошие новости. Виктор приговорен. Его организация разгромлена. Все в безопасности. Через несколько недель Фиона пришла с письмом от Элли. «Дорогой мистер Ричард, я скучаю по вам. У меня теперь замечательная семья, но я никогда не забуду, как вы нас спасли. Обещаю, однажды приеду вас навестить». Ричард сложил письмо с теплой улыбкой. «Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.